Много воды утекло с тех пор, как было выпущено последнее видео, но не возвращаться в мои планы не входило. Мы начали с вами с обсуждения «Сорвиголовы», поэтому предлагаю именно с него и продолжить. Сегодня мы познакомимся с ваншотом «Сорвиголова. Сезон 1» за авторством Энтони Джонстона, который был одним из сценаристов игры Dead Space, работал над историей в Resident Evil Village и также успел приложить руку к лимиткам Shadowland «Кровь на улицах» и «Паучий остров. Смертоносные руки кунг-фу». Насчет комикса. Данный ваншот был выпущен в рамках серии «Первый сезон», где нам в очередной раз пересказывают оригин персонажей. Безусловно, есть ряд несостыковок, из-за чего события записали вне канон и вселенную обозначили как Земля TNR-563, где TNR — темпоральный номер реальности. Перед тем, как мы начнем, отмечу, что судьба формата зависит от вас, поэтому можете поддержать канал лайком и комментарием. Меня зовут Мортом, приятного просмотра. Знакомьтесь, Мэтт Мёрдок. Днем один из лучших адвокатов Нью-Йорка, а ночью гроза преступности «Сорвиголова». Узрите мрачные тайны его первых дней в костюме. Узнайте, как слепой парень стал человеком без страха, одним из величайших супергероев всех времен. Его первые столкновения с Филином, Пурпурным Человеком и Мистером Страхом. Но такими ли вы их помните? Комикс открывается 4 кадрами, которые кратко описывают события в жизни Мэтта Мёрдока до того, как он надел костюм «Сорвиголовы». Джек Мёрдок дает сыну наставление о том, чтобы тот был куда более чутким и достойным человеком, нежели он сам. «Ты будешь долго и усердно учиться, слышишь? Станешь врачом или юристом». Тут же мы видим, что Джек и здесь является боксером, судя по перчаткам, висящим на стене, и фотографии с чемпионским поясом. После нам показывают, как Мэтт спасает пожилого мужчину, отталкивая того с пути грузовика, который, как мы знаем, вез радиоактивные отходы. Это приводит к тому, что мальчик сам становится жертвой аварии. Безрассудный героизм. Потерять одно чувство, но получить другое. И ведь действительно... Мэтт в результате этого несчастного случая потерял зрение, о чем доктор непременно сообщает отцу, но взамен его остальные чувства обостряются до сверхчеловеческих уровней. И заключительный для предыстории кадр, уже повзрослевший Мэтт стоит рядом с могилой своего отца. События переносятся в настоящее время. Отец всегда говорил мне ничего не бояться. Если ты победишь свой страх, Мэтти, ты сможешь все. Каждый раз он выходил на ринг с этими словами, но сейчас мне страшно, как никогда. Ведь в этом зале находятся его убийцы. Да, Мэтью, как и в оригинальном комиксе 60-х, находит убийц своего отца, чтобы отомстить. Сорвиголова вступает в бой и весьма быстро и без особых усилий раскидывает бандитов, но он пришел не за шестерками, он пришел за Слейдом и Фиксером, боссами этой группировки. Оба данных персонажа также появлялись в первом выпуске и были причастны к смерти Джека Мёрдока напрямую, а упомянутый Фиксер, он же Роско Суини, даже появлялся в сериале от Netflix, ныне канон КВН. Слейд и Фиксер, оглядываясь на преследующего их Сорвиголову, путают его с Человеком-пауком из-за яркой расцветки. Мэтт, конечно же, быстро их настигает, попутно рассказывая нам, читателям, что именно Слейд спустил курок и выстрелил в Джека Мёрдока. Мэтт вырубает преступника и продолжает преследование. Откровения на этом не заканчиваются. До того, как настигнуть этих двоих, Мэтт выяснил, что, может, Слейд и был стрелком, только вот сам приказ пришел от Роско Суини. Причиной послужила гордость бойца Джека и его последующий отказ участвовать в подставных боях. Пока Сорвиголова выбивал дурь из Слейда, Фиксер успел удрать, но особые способности Мёрдока помогают настигнуть злодея. Обостренное обоняние позволяет Мэтту почувствовать, что от Фиксера пахнет старыми сигарами, дрянным одеколоном и страхом, а обостренный слух дает возможность уловить вздроги в неровном дыхании, отклонения в тяжелом сердцебиении. Нагнав Роско, Мэтью притворяется своим отцом и говорит: «Я уже мертв, Фиксер. Я мертв с тех самых пор, как ты убил бойца Джека Мёрдока».
Судя по реакции Роскота, он явно не сомневается, но пытается успокоить самого себя, что это ложь. Это не Джек Мёрдок. Но его организм считает иначе. Сердце пропускает удары. На третьей останавливается навсегда. Фиксер умирает. И Сорвиголова сокрушается, потому что он хотел, чтобы перед смертью Роско исповедовался. В рамках религиозности Мёрдока, а Мэтт католик, это крайне важный момент. Далее действие переносится в католическую церковь Святого Финиана. Адская кухня, Манхэттен. На шум в здании выходит отец Сэмюэль Мулен. «Кто здесь? Как ты сюда попал? Ведь двери закрыты. Господи Иисусе!» «Я не хотел тревожить вас, отец. Не думал, что разбужу кого-нибудь, просто мне сложно заходить сюда днем». Здесь же мы видим, что Мэтью, зайдя в храм, в первую очередь ставит свечу. Почему это происходит? Прямой ответ дается буквально на следующей странице, но также есть вероятность того, что я словил из ПГС. Так Мэтью просто выражает свою глубочайшую веру. Все это происходит перед статуей Святой Девы Марии. После отец Мулен, как и Слейд с Фиксером, сравнивает Мэтта с Человеком-пауком, но тот быстро его поправляет и говорит, что он сорвиголова. Все проходит более-менее спокойно, однако для пастыря имя гостя все-таки является чем-то крайне чужеродным. Дардевил. И он интересуется. «И все же даже с таким именем ты решил поставить свечку? Не на исповедь ли ты пришел?» На что Мэтт отвечает, что он из хороших парней, и свечка предназначается для того, кто погиб этой ночью. За упокой. Понимая, как это звучит, сорвиголова убеждает пастыря, что он никого не убивал, и чтобы тот не верил утренним газетам во что бы то ни стало. К тому же смерть Роско не могла не оставить след на душе верующего человека, даже несмотря на то, что потеря отца очень сильно пошатнула веру юного Мёрдока. Вероятнее всего, здесь имеется в виду то, что Мэтью перекладывал ответственность за смерть отца непосредственно на высшие силы. Также в диалоге отца Мулина и Сорвиголовы мы наблюдаем такую картину. Мэтью четко разграничивает себя и свое альтер-эго, потому что он убежден, что Сорвиголове каяться не в чем, а вот Мёрдоку в первую очередь. События переносятся в офис адвокатской конторы Нельсон и Мёрдок, адская кухня. Мэтт и Фоги обсуждают документацию по одному из дел, над которым они работают. Здесь же мы впервые знакомимся с Карен Пейдж, секретаршей. Фоном по ТВ сообщают о некоем члене городского совета Уильяме Доули, который собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка. Карен подмечает, что все политики одинаковые, на что Мэтт возражает и говорит, что у будущего кандидата жизнь была далеко не сахар. И вместо того, чтобы наслаждаться тем, что у него уже есть, он участвует в выборах и продолжает бороться за лучшее. По крайней мере, Мэтт в это верит и убежден, что нельзя всех людей под одну гребенку подводить. Весь этот диалог прерывает вломившийся через окно Бенджамин Грим, он же существо из фантастической четверки, которое ищет Мэтта Мёрдока. Последний, естественно, знал, что это произойдет, и невозмутимо сидит себе там, где и сидел, еще и слегка улыбаясь. Карен отчитывает Бена, на что существо, как истинный джентльмен, извиняется и говорит, что «я был бы более обходителен, но мы очень спешим». И далее мы видим, как вся фантастическая четверка на своем фантастикаре подлетает к офису. Вот тут события немного расходятся. Суть в том, что в этой вселенной четверка нанимает Нельсона и Мёрдока, чтобы проверить, все ли в порядке с договором аренды их штаб-квартиры, тогда как в старом выпуске речь шла о патентах Рида Ричардса. В целом у автора, как потом мы выясним, какой-то маленький пунктик на тему аренды помещений. Далее события разворачиваются по уже знакомой нам истории. Сорвиголова решается заглянуть в здание Бакстера, где сталкивается с Максвеллом Диланом, также известным как Электро. У них сходу завязывается бой, в ходе которого Дилан говорит: «Если Человек-паук не может меня схватить, то неужели сможет Сорвиголова?» Это уже третье упоминание Человека-паука в контексте появления Сорвиголовы, и подобный факт начинает напрягать Мёрдока.
Потому что, серьезно, уже не первый раз кто-то делает упор на сравнение с Человеком-пауком, и Мэтт ничего лучше не придумал, как повыпендриваться. Вот если бы Человек-паук меньше болтал, то у него точно бы все получилось. После чего Электро сбегает, и Сорвиголова вывязывается в погоню. От здания Бакстера Электро уносится в мюзик-холл Радио-Сити, аккурат в концертный зал. Мы видим, как Максвелл берет в заложницы одну из танцовщиц, а Мэтт тем временем прорабатывает план действий. То, что Электро его недооценивает, играет на руку. Я не лазаю по стенам, не стреляю паутиной, не полагаюсь на грубую силу. Все, что у меня есть, это обостренные чувства и ум. После этого внутреннего монолога Мэтью бросает свою трость в спринклерный ороситель, это система пожаротушения. Что становится самым лучшим и, наверное, самым логичным способом победить Электро в данной ситуации. Принцесса спасена, дракон повержен, однако Мэтью задается вопросом, а верно ли я все делаю? Цель этого костюма была в том, чтобы отомстить за смерть отца и чтобы Мэтью Мёрдок не нес ответственность за то, что произойдет. Отец отомщен, но я все еще тут. Так как же мне лучше бороться с преступностью, в зале суда или же на улицах города? Мы возвращаемся в офис конторы Нельсон и Мёрдок, где Фоги читает вслух свежий выпуск газеты. Доктор Ричардс выразил благодарность Сорвиголове за неоценимую помощь в борьбе, после чего Карен прерывает его и подмечает, что она пересекалась с Человеком-пауком, Фантастической четверкой, Железным человеком в конце концов, но вот с самим Сорвиголовой... На что Фоги отшучивается: «Ага, неужели? Ты ведешь какой-то список?» Но их небольшой конфликт прерывает звонок от Лиланда Оулсли, более известного как Филин. Кстати, он тоже появлялся в сериале от Netflix. Ему нужен адвокат. В этот же момент в контору заходит отец Мулен, который пришел просить Мэтта и Фоги о помощи, так как в мэрии сообщили, что срок аренды церкви истекает в следующем году и их всех просто выгонят. Но подвох в том, что ранее составленный договор должен действовать как минимум последующие 20 лет. Это если верить словам отца Мулина. Мэтт сходу подмечает, что это похоже на обычную бюрократическую ошибку. Тем временем Сэмюэль же утверждает, что здесь замешано что-то еще, да и комитет по земельным вопросам коррумпированы, и вообще они просто хотят их прогнать, вот такие вот злые бяги-забияки. Мёрдок резонно спрашивает, а в чем мы помочь-то можем? Нужен подлинный договор, и мы все докажем, иначе это все не имеет никакого смысла. Но оказывается, что отец Мулин не из робкого десятка, и он использует достаточно простую, но действенную манипуляцию. «Я, может, и приехал сюда после службы в Калифорнии, но вырос я в адской кухне. Я видел бой твоего отца. Дэвис был вдвое больше. Шансов не было, но он сражался до самого конца. Думаю, что это явно повлияло на твое решение стать адвокатом. Подумай над моими словами. Нам нужна помощь». После чего отец уходит, глядя на Мэтта умоляющим взглядом. И это сработало. Безусловно, все-таки Мэтт не видел бой своего отца, а вот Мулин — да. Мёрдок всю ночь в итоге размышлял над тем, что пастырь прав и надо бороться до конца, но его прерывает звонок от Фоги. Карен пропала, и, вероятнее всего, это связано со звонком от Леланда Оулсли, Филина. Мэтт сходу понимает, что это уловка, чтобы заполучить Нельсона и Мёрдока как адвокатов, но простым путем идти ни в коем случае здесь нельзя. Нужен более тонкий и точечный подход, и он берется за свой костюм. Empire State Building, Мидтаун. Сорвиголова сидит на вершине, наблюдая за кипящей жизнью города с высоты птичьего полета. Все это сделано ради того, чтобы, используя свой острый слух, найти Карен среди десятков тысяч голосов Нью-Йорка. Безусловно, ему это удается. Мэтт несется настолько быстро, насколько это возможно, к месту, откуда он слышал ее голос. Приближаясь к Гудзону, осознает, что, вероятнее всего, она в порту. Спустя буквально минуту его догадка подтверждается, и он находит ее. Филин тем временем спешно ретировался, и Мэтт спешит к клетке. Здесь у Карен наконец-то сбывается мечта, и она встречает Сорвиголову.
Мэтт спасает Карен, разжимая прутья и спуская ее из клетки Лиланда на землю, после чего мы видим, что между двумя какая-то искра все же пролетает, и тут Мёрдок чуть не выдает себя, называя Карен по имени. Осознав глупость, также глупо пытается оправдаться. «Ну, ты снишься мне каждую ночь, Карен». Вся эта ситуация весьма усыпила бдительность сорвиголовы, и Филин успешно нападает со спины. Во время боя Мэтт понимает, что Лиланд, так же как и другие, абсолютно недооценивает его как противника. Этот нюанс позволил сорвиголове победить Электро. Значит, и здесь все шансы на стороне дьявола адской кухни. После Мёрдок с двух ног выбивает Филина из окна. Но тот, пользуясь моментом, пытается улететь. Сорвиголова использует свою трость и с помощью троса обхватывает голень Лиланда. «Филин, дружище, ну не летай так высоко, а то придется совершить аварийную посадку». Олсли падает в воду и, пользуясь заминкой, ускользает, а Мэтью тем временем понимает, что, наверное, амплуа местного остряка стоит оставить Человеку-пауку. Эти колкие фразочки явно не в его стиле. События переносятся обратно в адскую кухню. После той злополучной ночи Карен забрала полиция, а Мэтт получил ценный урок. Если он так хорош в героизме, то личная жизнь и жизнь линчевателя должны идти порознь, никогда не пересекаясь. Безусловно, это связано с безопасностью близких ему людей, и Мёрдок прекрасно осознает, что если он будет и дальше носить этот костюм, то нужно быть предельно осторожным. Мэтт тем временем ведет Фоги на встречу с Биллом Доуэллом, так как решил взяться за дело отца Мулина, на что Фоги справедливо подмечает: «Мы на мели. Бесплатные 20 часов мы уже отработали, и чем он платить вообще собрался?» Здесь мне сложно сказать, что имеется в виду под 20 часами, но вероятнее всего это время, затраченное на обучение, что ранее было указано в стандартах повышения квалификации. Если знаете верный ответ, то пишите в комментариях. Мэтт, конечно, хитрый, ведь отказать своему священнику в помощи он не может, однако вопросы аренды имущества находятся в профессиональной компетенции Фоги Нельсона, а Фоги в принципе не может отказать своему другу в помощи, пусть и очень сильно на него злится. К тому же Мэтту, как верующему человеку, как никогда нужно благословение, а значит, нужно помочь. Судя по тому, что Фоги и Мэтт все-таки вместе добрались до офиса советника Уильяма Доуэлла, то значит, все сработало как нужно. Мэтт лишний раз в своей голове осуждает бруклинский говор секретарши. Тут можете просто подробнее почитать про нью-йоркский акцент. После чего двери открываются, и мы видим радушного Билли Доуэлла, который приглашает ребят войти в кабинет. На этом на сегодня я предлагаю закончить. Скоро мы вернемся ко второй части данного ваншота, а я, пользуясь случаем, напомню, что если вам понравился данный формат, то напишите об этом в комментариях. Также поделитесь мнением о том, какие истории Дьявола адской кухни вам нравятся больше всего и какие вы бы хотели увидеть на этом канале. Спасибо за просмотр, до новых встреч.